Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь на теннисном корте. Это очень необычное место для съемки видео, но, как говорится, идея иногда приходит в очень интересном месте, и я не могла не запечатлеть ее, так сказать, на свою фотокамеру. Тема моего нового видео – это обучение в России. Studying in Russia. What you need to know. Что вам нужно знать о образовании в России. Естественно, речь идет о высшем образовании. Во-первых, подумайте, будет ли образование из России котироваться в вашей стране. Насколько я знаю, не все специальности, которые вы получили в России, могут котироваться в другой стране. Например, здесь в Америке медики, то есть медицинские специальности, врачи, им нужно дополнительно учиться для того, чтобы доказать свои знания. Во-вторых, определитесь со специальностью. Залезьте в интернет, посмотрите интересующие вас вузы. Третье. Поймите, для чего вам нужно высшее образование. Если просто для корочки, то есть чтобы было и вам это особо не интересно, то выбирайте вуз попроще, подешевле, но с нужной для вас специальностью. Если же вам та или иная специальность интересна, то советую найти вуз, который действительно заботится о своих студентах, заботится о знаниях своих студентов, которым будет не плевать, ходите вы на лекции или нет, и которые дадут вам хорошие знания. Четвертое. Сравните цены и престиж университетов. Бывает такое, что университет в глубинке, который находится не в Москве, имеет намного лучшую репутацию, чем вуз, который дает ту же специальность, но в Москве. И как бонус, вуз в глубинке может стоить намного дешевле, чем московский вуз, но с плохой репутацией, где преподам будет плевать на вас и на ваши знания. Насколько я знаю, стоимость обучения в глубинке в 2 или в 3 раза дешевле, чем стоимость обучения в Москве. Вы, конечно, спросите, а сколько точно стоит обучение на ту или иную специальность? Я не могу вам дать конкретного ответа, потому что цены меняются каждый год. И плюс, как вы знаете, цена, например, на врачебную специальность, она всегда дороже, чем цена на какую-нибудь специальность, не знаю, психолога или специальность какого-нибудь инженера. Советую вам просто зайти на сайт интересующего вас университета. Там будут все цены за полугодие, за год, за все обучение. Пятое. Используйте соцсети для изучения обстановки в интересующем вас вузе. ВКонтакте, это популярная социальная сеть в России, есть такие паблики, как «Подслушано в», и после буквы «В» набираете нужный вам вуз, например, МГУ, «Подслушано в МГУ», набираете, заходите туда, вступаете в эту группу и спрашиваете у тех, кто там учится, нравится ли им там учиться или нет. Там же вы можете задать любые интересующие вас вопросы о поступлении для иностранцев и так далее и тому подобное. Как правило, студенты не будут вам врать и скажут вам всю правду, советуют ли они вам учиться в их университете или нет. Шестое. Узнайте все про общежитие, потому что общага – это часть прекрасной поры студенчества. Будьте уверены в том, что там будут хорошие условия для проживания. Если вы не планируете жить в общежитии или у вашего института нет общежитий, то обязательно поинтересуйтесь ценами на жилье. Также можно заранее озаботиться о поиске человека, с которым вы будете снимать квартиру, чтобы вам это выходило намного дешевле, чем снимать одному. И седьмое. Рассчитайте ваш бюджет. Это очень важно. Узнайте, будет ли у вас возможность подработать в свободное от учебы время. Также для тех, кто интересуется изучением русского языка дополнительным, существуют такие программы для волонтеров, иностранцев, которые находятся на территории России, которые учатся там в университетах. Их очень часто набирают на какие-нибудь лагеря детские, где они преподают свой иностранный язык и в обмен на это получают прекрасный опыт разговорного русского языка. Возможно, даже какие-то деньги им за это дают. В любом случае, такая возможность есть. Вам нужно будет поинтересоваться у вашего студенческого актива, есть ли такая вообще возможность для студентов-иностранцев поработать волонтером или поработать на летние каникулы в каком-нибудь детском лагере, например. Ну а на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте видео к себе. И желаю вам всем удачи на вступительных экзаменах и учите русский язык вместе с Easy Russian.